Так, ну что, ребят, мы уже вышли на пляж. Решили на закате пройтись немножко, прогуляться, посмотреть, что вообще тут за вайб пляжный. Что тут делает народ. Я словил какие-то ностальгические воспоминания Геленджика. Я не знаю, почему Геленджика. Вид шикарный. Вот, чтобы вы понимали, вон справа это тот Винперл отель, который мы видели, когда приехали сюда. Ну, что скажешь? Да, нормуль, тут еще и ветерок такой приятный. Да. А Геленджик, может, из-за того, что скалистый какой-то вот пейзаж? Не, точно не из-за скалистого. Скорее вот из-за того, что people купается и такая безмятежная пляжная жизнь. Вообще похож очень на многие пляжи. Вот так вот. Если бы не пальма. Что мы здесь имеем? Мы имеем достаточно длинную вот такую набережную. Достаточно все облагорожено. Засажена она вся вот такой пальмовой рощей. То есть здесь даже в солнечный день можно всегда, в принципе, идти в тени между вот этих пальм. В целом кайфово, мне нравится. Можно где угодно, в принципе, остановиться, зачилить или поплавать. Народ, здесь нужны гамаки. Смотрите, куча пальм, можно просто где угодно раскидывать гамак и чилить. И на самом деле некоторые пользуются этой темой. Впереди какой-то вьетнамский хоровод. Достаточно сильный ветер, кстати, поднялся. Я не знаю, надеюсь, будет слышно. Так, что происходит? Давай постоим немножко, понаблюдаем. Вьетнамский хоровод. Не знаю, кто эти женщины, но, по-моему, они просто занимаются какими-то активными видами. Я не знаю, что это. Спорт, развлечения просто. Смотрите, на вид всем этим женщинам лет, наверное, по 40-50, может быть, даже. То есть взрослые женщины. Нормально, вьетнамцы умеют веселиться. Всем бы так, в сорокетник, тусить на пляже и бегать хороводиком. Очень много народу тусит в море. Ну, как-то, знаете, не прям битком, но вот в меру. То есть везде есть место, чтобы зайти. И вроде бы как-то равномерно люди распределились. За буйки не заплывать. Где-то метров 50, наверное, везде черные буи. И стоит каждые 50 метров также стоят охранники. Не охранники, а спасатели на этих штуках. Да, кстати, вот на таком аттракционе я никогда не летал. Мне кажется, это очень адреналиновая тема. Да, бухта, конечно, это какая-то космическая. Мне кажется, я могу здесь бесконечно сидеть и залипать на эти скалы. Надо выходить с собственным телескопом, походу, сюда. И чилить. И такой длинный пляж. Смотрите, очень странно. Написано, что купаться нельзя, а с парашюта, типа, пожалуйста, прыгайте. Странные правила. Смотри, какая-то сцена, то есть здесь проходят какие-то мероприятия городские. Это получается, мы сейчас дошли до самого центра этого пляжа, и дальше вон туда только начнется сейчас вся движуха. Да, здесь уже как-то поживее. Может, китайский район, я не знаю. Сами видите, здесь уже народу прямо реально набито нормальное количество. Почему-то реально сейчас кажется, что это не вьетнамцы. Я, конечно, могу ошибаться, но я еще пока что не научился отличать китайцев от корейцев, корейцев от китайцев или вьетнамцев от японцев. Ну, может, японцев отличу, не знаю. Ну, какой-то такой детский движ здесь происходит. Я знаю, люди некоторые, они умеют реально по лицу отличать, кореец это или японец. Какие-то, наверное, есть особые узкие черты. Итак, мы прошли уже, наверное, метров, может быть, 300. И знаете, что мы заметили? Бро, ты знаешь, что мы заметили? А я заметил то, что мы, блин, с тобой единственные два, блин, белых чувака на всем этом пляже. Почему? Почему только мы? И где, блин, все туристы? Ну, хотя бы какие-то, кроме нас. Я прямо обращал внимание и прямо рассматривал реально людей, которые плавают и которые здесь отдыхают. Здесь не было ни одного белого человека. Бро, может, это расистский пляж? На нас, кстати, я заметил, как-то странно бывает просматривать. Ну, говорят, что там пустой. Ты сказал, что там кто-то крикнул «Beautiful»? Да, сейчас что-то другое, но уже на Вьетнам. Мы еще не дошли до самого конца, так что еще не все потеряно, и, возможно, дальше будут белые люди. Хотя, вот честно, вот если не будет белых людей, вообще мне даже больше по кайфу, чем они здесь будут. Согласен. Да. Это как-то более экзотично, что ли. Ага. Хороший такой вьетнамский телевизор. Full HD. Куча шезлонгов есть, практически все пустые. Смотрите, никто не отдыхает на них, никто не загорает. И мне, знаешь, кажется, что они бесплатные. Ну, то есть можно просто прийти сюда и чилить здесь днем.
кому это помешает, я думаю. Никому. Давай присядем, может, чисто повтыкаем пару минут. Ого-го-го-го. Море-то волнительное. Кстати, это не останавливает никого. Но все барахтаются, как в лягушатнике, вот у самого берега практически. Единственное, что жалко, что мы не видим заката и не увидим его. Он будет где-то вон там, получается, восход в море, а закат с той стороны. Вот классно бы на рассвете посмотреть, как солнце выходит из-за вот этих мега-островов. Смотри, там 2 человека аж целых тянет. Я видел видос, где упали люди, так, прикинь. Они прям на воду спускаются. Вообще, их подняли. Это что, это типа был прикол такой? Мне кажется, это троллинг только что был для пацана. Народ, вы представляете, сколько всяких местин спрятано вот за этими или между этими островами? То есть, чтобы вы понимали, это настолько туда вглубь уходит. Вот я вам карту прикрепляю. Посмотрите просто, какое количество этих островов уходит туда вглубь. То есть там куча каких-то секретных бухт, там даже есть плавучие отели, там есть плавучие магазины, какие-то секретные пляжи. То есть там реально можно жить вообще, поселиться. Блин, обалденно было бы с одной стороны. Да, мне кажется, кто-то построил там свой дом и, может, живет за одной из этих скал. И не один, я думаю. Нас только что подошли и прогнали с лежаков. 50 донгов, говорит, платите или проваливайте. Еще метров, наверное, 200 дали. Народу все меньше становится, закат все ближе. Воу, гигантское какое-то грозовое облако вон там слева. Кстати, мне понравилось то, что сегодня было солнечно, супер жарко, а потом раз дождик пролил. Это было классное ощущение, но быстро закончилось. Там впереди какой-то парк развлечений, что-то типа Винтерла, только называется Sun World, по-моему. Маяк стоит просто перед ним на берегу, да. Мы попробуем сейчас до этого маяка дойти. Так, что мы еще из развлечений здесь нашли? Здесь есть канатная дорога. Вон она впереди, смотрите. Это вроде как одна из самых больших, высоких канатных дорог. Смотрите, как высоко. Офигеть. Да, на таком можно прокатиться. Ну и может в парк развлечений тоже сходим, есть такая идея. В общем, это будет такой обзорный видос на вот этот пляж Халонгстей, основной центральный. Самый попсовый пляж. В целом, из того, что я увидел, могу сказать, что делать здесь абсолютно нехрен. И, ну, если вы с детьми, типа, и вы живете где-то на первой линии, да, вам это понравится. Но если вы там путешествуете или хотите какого-то уединенного места, то здесь нет, вообще нечего делать. Разве что просто понаблюдать за вот этими островами. Но я думаю, что есть и другие места, более приватные. Например, вон там, возле маяка. Опять же, мы еще до туда не дошли. Слушайте, огромная сцена. Здесь какой-то фестиваль, может, был. Блин, почему мне это так напоминает какую-то Анапу или Геленджик? Если бы здесь была та самая бабка... Ну, вы поняли, та самая бабка, которая кричит: «Катран вяленый, пахлава медовая с медом и орешками». Надо понять, они собираются или разбираются? По-моему, здесь только собирается вот эта сцена. И будет какой-то фестик здесь. Блин, надо спросить, сейчас вот тут спросим, что когда. Очень интересно. Смотрите, мы прошли одну сцену в начале, потом вторая сцена стоит. Буквально 100 метров стоит третья сцена. Это что-то масштабное какое-то намечается, по всей видимости. Интересно, что за привозы вообще здесь во Вьетнаме, но мне почему-то кажется, что будут какие-то кей-поп звезды местные, вьетнамские. Вряд ли здесь будет что-то европейское играть. Так, ну нам осталось еще чуть-чуть, потому что вот этот маяк впереди, это как раз конец всего вот этого длинного пляжа. Мы сейчас находимся на южном полуострове Халонга, и вот этот южный полуостров — это туристическая зона. А северный полуостров, который находится вон там дальше, это типа бизнес-квартал этого города. Че там, че разузнал? Чё, там он прикололся с последним ответом, его девчонка аж стукнула. Че сказал? Он написал мне через переводчик, говорит, происходит все именно сегодня. Ну, начинается. И каждый день стоит 500 тысяч донгов вход. Че? На это мероприятие. Она его стукнула после этого.
Ну что, вот и закат наступил. Мы уже практически у маяка. Тут, кстати говоря, в барах уже завели музыку, туснява, все идет. Закат уже случился, но люди так потихоньку начинают собираться, потому что вечером уже прохладно, под ветерком становится. Мы все еще идем, в общем. Из новостей по-прежнему не было обнаружено ни одного белого человека. То есть по пляжу мы прогулялись где-то, мне кажется, километра 1,5-2 по ощущениям, около того. Мы, кстати, узнали цену, вот так прокатиться на парашюте. 800 тысяч донгов стоит вот так катнуться. Я думаю, что минут 10-15. А если вдвоем, то 1 200 000. То есть по 600 донгов с человека. Не знаю, сами напишите, нормальные это цены или нет. Мне кажется, когда вот, знаешь, ни разу ничего не делал подобного, то вообще нет как бы плохой цены, если это первый экспириенс. Потому что первый экспириенс, он в любом случае будет, ну, самый запоминающийся. И мне кажется, без разницы, сколько ты отдаешь денег за получение первых самых эмоций. Так, ну а здесь уже все, туристическая зона кончилась. Мы практически дошли до маяка. Маяк серьезный, но подняться на него, к сожалению, нельзя, скорее всего, потому что я так предположил, что на закате там бы наверху были уже толпы людей, если бы это было возможно. У меня случилось непредвиденная фигня, да оторвалась мозоль на пальце. О, больно идти теперь. Мы почти дошли. Маяк. Ты справишься, Витяй. Ты сможешь. Блин, а кстати, смотри, закат офигенный, даже отсюда все равно смотрится. Балдеж. Так, вот этот вьетнамец, он решил, что с него хватит этого дерьма, видите? Таким образом вьетнамцы уходят на покой. Они просто топятся прямо вместе с техникой своей, да, рабочей. Уходят на тракторе, так сказать, на дно. У тебя вид, знаешь, такой, как будто ты преодолел базовый лагерь Эвереста. Жарко просто, а идем достаточно быстро, идем по песку. Нормально. Блин, мне жарко. Нормально. Тебе не жарко? Мне вообще нет. У меня, в общем, первое, опять же, вот это вот какой-то прилив адреналина от начала путешествия, от каких-то вот этих первых эмоций, то что первый раз по этому пляжу идем, все это смотрим, и нет никакой усталости, жарко вообще пофигу, то есть абсолютно практически, ну, нет никаких вот таких вещей, которые могут мне помешать идти и получать удовольствие. Да, они не мешают, они просто есть как бы, но оно не напрягает. Ну да. Сила, я с тобой согласен. Мы уже пришли, бро, мы сейчас прямо вон на том камне, за маяком, смотри. Вот это у нас козырная чайный плейс сейчас будет. Блин, маяк, конечно, шикарный. Да. Как бы туда залезть? Надо к нему подойти. Обычно лестница внутри маяка. Первый арт-объект, который вижу. Маяк на самом деле похож, на нем написано «Водный парк». И похож на какое-то туристическое место. Но почему никого нет наверху? Это вопрос. Вот это мечта, смотрите. На таком траке доколесить по миру со своим собственным лобстером. Попробуем подняться на маяк. Тут какие-то пару ребят, они вроде бы вот сюда зашли и куда-то пропали. То есть я ждал, пока они круг сделают, а они все не приходят. То есть, может быть, они здесь просто сели где-то, либо они поднялись в центр. Синтяо! Тикет? Так, есть какой-то тикет-каунтер, но непонятно, сколько стоит подняться на маяк. Блин, так хочется. Я не знаю, что происходит. Он не взял с меня денег, просто поставил печать. А Митяй остался наверху. И теперь мы попробуем сделать вот так. Митяй, дай мне руку свою. Придави. Только посильнее. Хорошо. Ну такое, да? Блять, ну да. Ну давай покажем, типа как бы это, может прокатит. Так, нормально, смотрите. Проканал способ, не пришлось спускаться. Итак, есть лифт, есть пешком. Блин, ну там достаточно... Давай поднимемся, может, на лифте, отпустимся пешком. Давай. Вызывай.
Смотри, написано. Временной лимит 20-30 минут на одного человека. С едой и ведром нельзя. Ага, ведром со шваброй. Подожди, а почему всего 2 этажа? Нам же на самый верх. Не знаю. Ну, наверное, первый этаж это самый низ, а второй самый верх. Ты думаешь? Ну да, мне кажется, он не останавливался. А, ну да, типа здесь. Душненько немножко. Так, ну что, мы на самом деле. Давай сюда выйдем. Ребята, смотрите, здесь алтарь стоит при входе. Уча. Вот это вид. Слушай, ну мы прям чуть-чуть не успели до заката, но в принципе и так тоже все видно. Бро, смотри, это облако мне факт показывает. О, видала? Скажи мне, что вот это? Это вот этот безумный аттракцион? Бро, это канатная дорога. Это канатная дорога. Только почему-то я не вижу этих кабинок, они не работают. Во. Вписывается? Да, вписывается. Смотрите, сколько лодок здесь. Это вообще какой-то морской мегапорт. Вид, конечно, просто космос. Офигеть. Вот отсюда еще получше видно многослойность вот этих островов. То есть уже там 3-4 ряда, 5 рядов видно. Блин, я хочу отсюда еще раз закат посмотреть обязательно. Теперь мы знаем, что сюда можно вот так войти. Еще и бесплатно, я не понял. Может, просто мы последние посетители, поэтому он с нас уже денег не взял. Но в любом случае будем считать, что нам повезло. Закрыто, бро? А, ну там закрыто. Но сейчас вот если отсюда все уйдут, то мы сможем это сделать. Сигнал. Так, а вон впереди вот это колесо обозрения, это самое высокое в мире. Да ладно, каждый про каждое пишет, типа самое высокое, самое длинное в мире. Реклама, скорее всего, по-любому. Мы сейчас находимся на самом высоком в мире маяке с самыми яркими лампами. У нас день подходит к концу, мы посмотрели классный закат, даже немножко зацепили с этого маяка. Так что видос будет заканчиваться. Спасибо, что посмотрели этот блог. Это только первый день наших приключений в Халонге и вообще на севере Вьетнама. Непонятно, что будет дальше, сколько мы тут будем, останемся ли мы здесь или может поедем потом дальше, еще смотреть север. Короче, как обычно, без планов. Всем спасибо за то, что посмотрели. Витяй, хочешь что-нибудь сказать? Всем спасибо, ребят. Будем продолжать гулять, снимать и радовать вас видосами. Да, так что давайте, ждите новых серий. Скоро увидимся. Покеда. Че нашел? Шо это, Митяй? Коньяк какой-то. Коньяк, ты что, заберешь его? Даже выпьем тут, у чашки уже есть. Слушай, а может это не коньяк? А, он запечатанный, слушай. А что за коньяк? Может это какой-то этот старый пиратский ром? Премиум квалити 20. А, так это смотри, это хуй. Да, что это такое? Бро, не пей, хуанг, это какой-то 27 градусов. 27. Ну, это даже не коньяк. Пить мы это, конечно, не станем. Смотрите, запустили, кстати, кабинки. Вон они уже поехали. Может, мы разочек обязательно прокатимся на канатной дороге. Я думаю, что это не супер дорого будет стоить, в отличие от всего остального. Кайф просто вообще. Фу-фу-фу, блин. Я даже не ожидал, что мы завершим этот день стоя на маяке. Кто б знал. И, кстати, вот, смотрите, мы проходили все эти сцены, уже все запустилось, тусовки там вовсю тусят кей-поп и вьетнамские бенды. Может, кстати, на обратном пути заценим, посмотрим, что там. Погнали. Кстати, не так уж и много этажей. Вот это, кстати, круто, что мы спустились пешком, потому что я предполагал, что здесь будет какой-то бонус. Картинная галерея прямо на спуске. Вот это мега-спот, и самое удивительное, почему, блин, наверху нет толп людей. И, ну, это даже хорошо, но я удивлен, реально. Я думал, что... Я смотрел с пляжа и видел, что, ну, наверху никого нет, и почему-то был уверен, ну, если нет людей, значит, туда не пускают, потому что иначе кто-то бы сюда поднялся. А вот оказывается вот так, только смельчаки
отправляются покорять маяки. Блин, лестница все не заканчивается. Сколько же здесь этажей? Она просто бесконечная. Прикиньте, у меня раз такое было. Я спускался из кинотеатра с какого-то высокого этажа и попал в луп. Ну, то есть я не мог спуститься, я шел вниз бесконечно часами и не мог спуститься. Потом я развернулся и начал подниматься обратно, и тоже не мог подняться обратно вверх. Потом снова начал спускаться и долго шел вниз. Уже такой немножко на панике, и в какой-то момент бамс, и луп кончился, и я вышел, как бы увидел дверь. Это было очень страшно. Фух. А вот и выход. Ура! Ура! Вот так и закончился этот блог. Или только начался. В любом случае, концовка классная и начало прикольное. Народ, чутка покажу вам, что тут происходит. Это вот те сцены, которые мы проходили в самом начале. Вот на эту вообще никто не пришел, она просто пустая. Короче, очень странное мероприятие. Мы, в общем, шли и думали, что тут делать. Особо какая-то тухлая тусовка. Но потом мы увидели, что здесь есть танцующие девочки. И настроение как сразу улучшилось. И эта тусовка наполнилась неким смыслом. Like DJ, hello.